Еще раз доброй ночи. Друзья мои, в этом мире без денег жить никак невозможно. Деньги изначально были нужны человечеству из древних времен. Когда еще не было денежного эквивалента, то меняли товар на товар, а потом появились деньги, купюры, монеты. Сначала монеты, естественно, и так далее, и так далее. И сколько было денег у человека, то также и определялся его статус. Есть такое выражение: ты стоишь столько, сколько у тебя денег. Может, звучит грубо, но на самом деле это так и есть. Они нам всегда нужны, потому что деньги – это энергия. Если у человека есть отложенные деньги, он себя чувствует уверенно, он спокоен, он знает, что если он лишится работы или чего-то еще, не останется на улице. У него кредиты будут погашены, и будет время на поиск новой работы или новых возможностей. Поэтому, когда у нас мало денег, либо их нет, то мы лишаемся энергии, мы лишаемся сна, у нас стресс и депрессия и так далее. Именно потому денежным эквивалентом оплачивается работа и колдунов, и ведьм. Почему? Потому что вы работаете, получаете деньги, вы отдаете свою энергию и берете купюры. И вот эти купюры – это и есть плата за вашу энергию. И вы свою энергию отдаете за другую энергию. Иначе вы потом будете платить по-другому, в другое время. То есть разговор о том, что основное, что волнует человечество, это любовь и деньги. Но деньги, наверное, в данный момент на первом месте не потому, что мы такие алчные и плохие, а потому что мир такой, и все нужно оплачивать, за все нужно платить. Именно потому у нас должна быть уверенность в завтрашнем дне. Вот почему денежные ритуалы занимают такое место. В данный момент я провожу денежный ритуал, называется «Выпросить богатство». Лучше, когда вы проводите денежный ритуал, то применять такие яркие цвета. Хотя, знаете, я всегда говорила и повторяю, что для темных сил не имеет никакого значения, какого цвета свечи вы ставите, как вы ставите, куда там стелите, что вы делаете и так далее. И самое главное, ваша сила, вера в то, что получится. Поверьте, если бы мы сами не верили, мы бы не проводили, мы бы не брались что-либо делать. Мы должны сами очень сильно верить в то, что получится, то, что мы хотим сделать. И тогда человек, который к нам пришел, будет доволен результатом. В данный момент вот красная ткань, шелк, зеленая свеча, черные свечи. Лучше вот несколько таких цветов, но пестроты тоже не очень нужно. Берем некоторые свои украшения из золота или серебра, что хотите. В данный момент у меня серебро в серебряной чаше. Вот, потому что для ритуала нужно будет вот таким вот звуком, движением вызывать вот ту силу, тот дух, которого мы хотим вызвать и просить у него богатства. В древние времена всегда Восток привлекал внимание человечества. Считалось, что Восток – это богатый край, что там много интересного, восточные сказки, восточные сладости, восточные украшения и так далее. И Восток считался вот таким синонимом богатства. Богатства, красоты и кичливой жизни. И не случайно вот в этом заговоре есть слово «турецкий бес». Почему? Потому как считалось, что султаны Турции, они богатые и как бы живущие в роскоши правители. Ну, в принципе, они были правы. Ну, как бы там ни было, мы не беремся сейчас расшифровывать, зачем, как сказано и почему. Потому что заговор, как сказано, как написано, как передается, так и произносится и дает свой результат. Итак, начали. Чин и мачин. Небо и земля. Чин и мачин. Небо и земля. Чин и мачин. Небо и земля. Шел без салтан по полю костяному. Носил мешок на спине. В мешке злато да серебро. Как у того беса турецкого полно злата, серебра и всякого добра, так и у меня. Полны закрома, амбары полны, столы ломаются от явства, кошельки полны, хоромы богаты, у меня полно злата. Чин и мачин, чин и мачин, чин и мачин, бес турецкий, как ты богат,
так и я буду богата. Заклято, заклято, заклято. И переворачивайте вот так. Если заметили, постоянно слово богато, богато, полно и так далее. Еще ученый Торричелли говорил, что Вселенная не любит пустоты. Если знаете, торричельская пустота, да, это выражение, или торричелевая пустота, по-разному звучит. Так вот, это правда, Вселенная не любит пустоты. Если вы возьмете 2 своих украшения, положите их в большой сундук, где будет пусто, больше ничего, я вас уверяю, со временем ваши доходы начнут расти, и этот сундук наполнится новыми украшениями. Когда оно наполнится до краев и негде будет их ложить, берите другой сундук. Точно так же перенесите туда пару украшений. Точно так же можете с деньгами поступить. Деньги храните не втиснув в какие-нибудь такие места, где они, знаете как, где они дышать не могут. Вот они, место закрытое, у них нет больше места, они не пускают новые деньги. Все. Вы оттуда взяли 5000, потратили, 5000 пришло, вы положили обратно. И снова 5000 взяли, 5000 положили. Правда ведь так? У многих так. Многие узнают свое положение в моих словах. Почему это происходит? Потому что места нет, и деньги не пускают к себе лишнего. А вот когда вы берете какую-то емкость, там, сундучок, не знаю, какие-то красивые сейчас продают всякое, там, хранилище денег и так далее, ложите туда, предположим, 5000. Со временем вот эта пустота наполняется, поскольку Вселенная не любит пустоты. Она вам наполнит эту пустоту. Возьмите другой сундучок, перенесите туда 1 купюру. Точно так же эта купюра притянет другие купюры, и со временем вы поймете, что деньги надо хранить в таком месте, где полупусто, для того, чтобы было место для других денег. Не храните деньги и доллары в одном месте. Они друг друга не любят, они энергетически отвергают друг друга, поскольку они разного символа деньги. Храните вот именно как бы российские купюры в одном месте, там иностранные в другом, если они у вас есть. Попробуйте, вот последуйте моим советам, потому что денежная энергия, она неправильно используется, и поэтому со временем люди начинают понимать, что они начинают беднеть, и их дела не получаются. Не всегда порча в этом виновата, либо чей-то злой умысел. Иногда человек сам виноват, что он неправильно распоряжается деньгами. Потом следите за лексиконом. Вот вы когда говорите эти проклятые деньги, будь они прокляты, или да наплевать мне на эти деньги и так далее. Когда вы это говорите, вы обижаете вот этого денежного духа, эту силу денег, которая к вам пришла вам помочь. Но раз вам наплевать, и они прокляты, они к вам приходить не будут. Я не советую вам кланяться деньгам и целовать и обнимать их, но запомните, что это очень сильная энергия. И когда вы говорите такие слова оскорбительные в сторону этой энергии, эта энергия просто перестанет к вам стекаться. Мой вам просто добрый совет. Следуйте, посмотрите результат. Напишите мне на почту. Всего доброго, до свидания.